Содержимое экрана видите только вы. Магия ли это? Или новый патент Apple? Могут ли обезьяны зарабатывать миллионы долларов, выступая со своими песнями на концертах? Кто остается в закулисье космических достижений? Уроки виртуальной реальности, инновация в Хогвартсе или в Калининграде? Здравствуйте, меня зовут Дарья Ягода. Это еженедельный дайджест новостей из мира IT-технологий от IT-журнала ЦИС. Теперь скелеты можно будет прятать не в шкафу, а в айфоне. Новый патент Apple: информацию на экране можно будет видеть только через специальные очки. У айфонов может появиться новая функция конфиденциальности. Только владелец смартфона сможет распознать содержимое дисплея. Другие же люди будут видеть лишь размытую картинку. Кроме того, патент описывает систему распознания уникальных деталей на лице владельца айфона. Смартфон сможет определять прическу, бороду, усы, очки и многое другое. Предположительно, Apple работает над профилями для Face ID. Однако наличие патента не означает, что компания будет использовать свои разработки в реальных продуктах. Но будем на это надеяться, ведь все хотят себе очки как в Матрице, еще и с такой суперспособностью. Кстати, в сентябре Facebook презентовала пользователям умные очки Ray-Ban Stories. Они умеют снимать фото и видео, делиться впечатлениями, слушать музыку и принимать телефонные звонки. К беспроводным наушникам люди уже почти привыкли, а вот к таким очкам пока нет. Так что готовьтесь, что на улице на вас будут смотреть как на полуумного. Но оно того стоит. Хабибу и Артуру Пирожкову придется поделиться своими фанатами с новой группой. Universal Music создает в метавселенной музыкальную группу из 4 виртуальных обезьян из NFT проекта. Команда называется Kingship. В нее входят 3 скучающие обезьяны и 1 обезьяна-мутант. Kingship будет давать концерты в VR, участвовать в видеоиграх и продавать NFT-мерч. Криптохудожники компании разрабатывают модель трехмерного существа. Universal Music хочет прописать историю этих персонажей, чтобы познакомить обезьян с будущими фанатами. В новую группу войдет обезьяна, которую ранее продали на аукционе за $3,5 миллиона. Знал бы Дарвин, сколько зарабатывают его предки в 21 веке, он, наверное, перевернулся бы в гробу. По сути, новый проект списан с группы Gorillaz. Там тоже были 4 анимационных персонажа, которые появлялись в музыкальных клипах, в интервью и на живых выступлениях. Однако, если для Gorillaz на первом месте была музыка, то для Kingship в приоритете бренд. Авторы проекта планируют сперва построить вселенную и вписать в нее персонажей, а уж затем работать над музыкой. Ну что ж, раз уж Ольга Бузова и Галустян запели, то чем хуже обезьяны? И знаете, в доходах они тоже могут потягаться. Пока обезьяны готовятся выступать в метавселенной, Thales и Linea Space помогает космонавтам осваивать реальную вселенную. Европейский производитель космической продукции выпустил свой 1000-й стабилизатор напряжения. Оборудование было построено на спутнике SES-17. Спутник связи был запущен в конце октября в Бельгии французской компанией Ariane Space. Благодаря оборудованию от Thales он имеет высокую пропускную способность. Это значит, что космонавты всегда обеспечены быстрой, гибкой и бесперебойной связью, независимо от того, где они находятся – на суше, в море или в воздухе. В прошедшие годы компания в Бельгии стала одним из ведущих мировых поставщиков оборудования такого типа. Thales внесла неоценимый вклад в развитие космической отрасли. К сожалению, когда говорят о космических достижениях, мы в первую очередь узнаем о космонавтах и компаниях-отправителях. А вот те, кто стоят за технической стороной успеха, почему-то остаются в тени. Компания рассматривает космос как новый горизонт, помогающий построить лучшую и более устойчивую жизнь на Земле. Так что, возможно, благодаря таким прорывам однажды мы с вами будем летать на отдых не в Турцию, а на Марс. А пока мы с вами мысленно были в космосе, автоботы уже на Земле, и они ждут вас в Калининграде. Там запустили зал трансформер виртуальной реальности. Этот проект пока не имеет аналогов в нашей стране. Зритель будет теперь воспринимать сложные процессы в визуализированном формате. В зале помещается около 1000 человек. Они смогут взаимодействовать с проекционными поверхностями для погружения в виртуальную реальность без носимых устройств. Для этого установлены сенсорные стены, профессиональное акустическое оборудование,
оборудование, сценическая система освещения, сервер для создания миров в виртуальном мире, а также система трекинга группы людей для управления жестами. Автор проекта, компания Visionera, выбрала место для его реализации – региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, работающего по модели Сириуса. Многофункциональный зал можно использовать практически для любой отрасли. Здесь можно обучать школьников, осваивать моделирование, проводить киберспортивные соревнования, концерты с виртуальными декорациями и многое другое. Когда я училась в школе, венцом науки считалась интерактивная доска с электронным маркером. Помните же такую? Тогда казалось, что магия используется вне Хогвартса. А тут зал виртуальной реальности. Какие эмоции испытывают современные школьники, я даже не могу представить. На этом наш выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, читайте IT-журнал ЦИС. И будьте в теме, чтобы отличить магию от достижений науки. Увидимся через неделю.